Приветствую всех своих подписчиков. Ну все, вроде как собрал более-менее так в кучку всю свою литейку, то, что я говорил, что планировал вот сделать, и мечта была поплавить. Сделал первую плавку, но вроде как все получилось. Но походу я не снимал сам процесс, а что получилось, сейчас покажу. Не снимал по той причине, потому что и не надеялся, что что-то получится с первого раза. Вот, поэтому не стал снимать, думаю, потом все равно надо что-то будет исправлять. Ну, в результате что-то получилось. Сейчас покажу. Ну, смотрите, что у меня получилось по литейке. Значит, это подегазация из компрессора от холодильника с таким колпаком. Все отлично работает, у меня добавлена вибрация, я показывал на YouTube канале, там можете посмотреть, кто не видел. Вот, значит, вот это основная у меня печка из сварочного инвертора. Тоже как что сделать из сварочного инвертора я тоже там показывал, много у меня видео. Вариантов может быть много, суть одна и та же. Вот это у меня сейчас основная такая, я ее под себя настраивал, она с широким диапазоном по частоте настройки. Вот для нее такой внешний блочок. Печка работает вот с такими тигелечками, с керамическими тигелечками, плавят цветные металлы. Вот этот большой тигель у меня под алюминий. Вот, тоже здесь. И под него у меня есть большой индуктор. Вот. Потом как-нибудь я покажу, как это все работает. Но пока вот такой обзорный. Но некогда снимать. Обычно, когда что-то делаешь, руки грязные, с камерой как-то не хочется возиться. Вот, поэтому я объясню. Я тут тестово попробовал уже это поплавить. Сейчас вот расскажу. Значит, так, по порядку. Ну, с этой понятной печкой. У нее широкий диапазон. Это так кратенько скажу. Это, кто в курсе по сварочным инверторам, это такой по старой схеме собранный мостовой инвертор. Он на мосфетах. Трехэтажка такая, вот в простонародье называется. Вот из нее очень хорошо работает. До этого я на XGBT транзисторах вот переделывал, там показывал я на канале на своем. Тоже хорошо работают, но все-таки транзисторы там греются. Здесь вообще больше 30 градусов, они не нагреваются просто здесь транзисторы. Хотя этот очень хиленький инвертор, он, если по сварке, всего 140 амперный. Вот. Но реально 4 киловатта он выдает на индукцию и нормально работает. И можно разогреть цветные металлы непосредственно в керамике. Вот этот второй я собрал. Это был совсем горелый, тоже сварочник такой бюджетный, копеечный. Это полумостовые они. Их много разных вариантов идет. Я его сделал на замену муфельке, чтобы прогревать, отжигать опоку, вытапливать воск. Очень хорошо работает. Там вообще без трансформатора. Он сразу сделал у меня напрямую. Идет вот на такую катушечку. Здесь 22 витка. А там высокоуглеродистый толстостенный стакан такой. Ну и плавненько он прогревается до 1000 градусов легко. При этом потребляет всего 800 ватт. Поэтому мне этого вполне хватает. Вот это у меня... А стакан вакуумный отсасывал я строительным пылесосом. Вот он там внизу стоит. Опоку вот такую я себе сделал, тестово. Просто мне там есть какие-то плоские вещи, мне круглого диаметра не очень подходит. Но я под свои задачи же делаю, что я хочу отливать. Вот. А вот такого варианта тут можно такие какие-то плоские, типа пряжек, медалей, там несколько штук, вертикально, горизонтально и по диагонали можно. Я подумал, что так, в принципе, такая опока будет удобнее. Но потом будет видно. Потом сделаю еще и круглые. Ну вот смотрите, что у меня тут получилось. Вот в прошлых видео я говорил, что у меня какая-то проблема с этим силиконом. То он затвердает, быстро затвердевает, то не затвердевает вообще. Ну вот, в итоге нормально. Вот снял форму.
Изначально я пробовал на силиконе, который такой 100 к 2%, ну, вот, размешивать. Не очень удобно, пришлось мерить там чуть ли не шприцем, вымерять вот эти 2%, которые отвердителя нужно добавить. Иначе там очень большой разброс получается по скорости застывания. Вот. А это, который пополам мешается. Вот я брал силикон, он пожестче, это по шору 30 у него, вот он как раз достаточно. Первый вариант у меня был по шору 25, мягковато. Когда стягиваешь его, здесь вот я просто резиночками стягиваю его, когда заливаю воск, который 25, он все-таки проминается, там искажается чуть-чуть. Ну вот, и попробовал, я вот купил такую фигурку, вот, просто у нее деталей много, ну, чтобы это посмотреть, как весь процесс отработать. И снял с нее форму, отлил восковочку. Вот такая восковочка. Воск — это пчелиный воск, где-то 60% пчелиного воска и 40% вот эти клеевые палочки, которые для пистолета. Ну, они Ева, этилен, винил, ацетат, если вот так переводить, вот эта палочка она. Вот. Ну и в итоге все получилось. Вот бронза, плавил вот в этом тегелечке. Этот тегелечек, если полностью по бронзе, он получается 300 грамм. Вот это все вместе вот с этим грибком оставшимся, ну это еще надо обработать, там полирнуть, подчернить, патину нанести, чтобы был внешний вид. Это все обрезать, но это пока так. Вот это все вместе, это 270 грамм вот металла ушло. Бронза тоже самодельная, я мешал олово с медью, остатки от медных трубок у меня как раз остаются, вот индукторы, и тут всякую всячину делаю, вот, и 10% олова я туда добавил, и все, бронза оловянная, вот такая чуть-чуть красноватого оттенка она все-таки. Ну, вот, в принципе, и все. Вот это вот тестовый был, я ничего не снимал, потому что, ну, сам не понимал, чего получится у меня, получится ли вообще. Это вот был первый прогон у меня, но, в принципе, все нормально получилось. Вот, в опоку вот так вот отливал, заливал туда, все нормально. Потом вот в этой штуковине сначала вверх ногами я его переворачивал и грел, вытапливал воск, потом переворачивал обратно. И в таком варианте она у меня выпаривалась, когда воск уже вытек, и до 550 градусов я ее нагревал ну, для плавки, до 550 градусов по пирометру. Пирометром замерял, не знаю, насколько там точная вот эта температура. Просто я пока вот это вот для себя попробовал. И вот. Значит, здесь я параллельно разогревал бронзу. 300 грамм по пирометру, где-то 1150-1200 градусов у меня было. Вот. Потом просто эту опоку переставлял вот сюда, включал пылесос и выливал туда вот это все. Результат вот такой. Вот это вот я уже показал. Вот что получилось. Нюансы какие-то есть. Ну, деталировка хорошая. Единственное, что вот минус получился, шланг у пылесоса, он полиэтиленовый. Ну, пластмассовый, сами знаете, пылесосы обычные. Он не армированный. И, соответственно, когда опоку вставил, когда начал отсасывать, и когда залил металл, горячий воздух пошел, шланг чуть-чуть размяк и схлопнулся. Поэтому, ну, все равно, видите, все отлилось нормально. И мелкие детали там, в принципе, я считаю, для первого раза это довольно достойный вариант. Вот. Так что вот здесь надо чуть-чуть доработать шланг, сделать, который будет армированный, не будет от нагрева сворачиваться. Ну и попробовать еще алюминием то же самое отлить. Тоже попробую. Значит, форму
вот для отливки в опоку я купил тоже на пробу. У меня все это первый раз, поэтому я не специалист, в общем-то делал вот для себя, вот хотел заняться. Ну вот то, что сделал, то сделал. Вот такой купил, не знаю, может быть кто постоянно льет, скажет плохой, хороший, это, но я тоже так по цене, что побюджетнее выбирал. Вот такой купил. В принципе, 5 килограмм купил, попробовал. Ну, вроде ничего получается. Ну, а так есть мысль попробовать просто гипсом попробовать залить. Не знаю, получится, не получится. Вот. Будет ли отсасывать через гипс. Вот эта формосмесь вроде как дышит хорошо. Там вот даже когда я заливал, там прям чувствовался, что металл туда прям как всосало. Он туда ук, так и ушел весь. Поэтому, в принципе, очень хорошо. Ну, вот пока такие результаты. Там пишите, спрашивайте. Вот. Если что-то надо поподробнее, просто времени нет у меня так особо объяснять и в комментариях тут отвечать. Я сделал телеграм-канал. Вот по ссылочке можете перейти. Там вот у меня внизу ссылочка есть на телеграм-канал. Можете подписаться. Там я в основном отвечаю на вопросы и что-то очень конкретно показываю, объясняю, то, что там внутри у меня, именно вот тем, кто подписался на телеграм-канал, вот, поэтому вот так. Там же есть чат, где можно обсудить что-то, задать вопросы с другими членами вот этого чата, которые, кому это интересно. Вот. Но пока такие результаты, потихонечку все это я буду улучшать, исправлять, как обычно. Вот с печками у меня получилась песня длинная. Вот в результате пришел вот к такому варианту. И именно вот к такому сварочнику на мосфетах. У него диапазон постройки частот можно сделать от 250 кГц и до 33 легко. Поэтому можно использовать абсолютно любые индуктора от маленького и до большого, не меняя емкость резонансную. Все очень здорово. А это полумостик, в плечах стоят конденсаторы по 0,3 всего. Кто в курсе там. Они как бы являются резонансными. Вот. И сразу работает не на трансформатор, а сразу ключи работают вот на эту штуковину. Работает нормально, ничего не перегревается. Опока разогревается как раз плавненько и до нужной температуры очень хорошо. Вот. Если вот обычно я, воск выплавил, да, там у меня ушло где-то часик, вот он выплавлялся, потом перевернул, поставил на максимум, это где-то 800 ватт у меня всего, и в течение 2 часов там температура, даже быстрее, там 1,5 часов дошла до 550 градусов, как раз плавненько все это, и перестало все дымить, все, опока чистенькая была, и я туда все вылил. Не знаю, что получилось. Отлил, отсасывал пылесосом вот своей этой. Видите, через какое-то время теплый воздух пошел и шланг сплющился. Не знаю, хватило ли начального отсоса, не хватило. Короче, он сплющился. Вот. Вот такой вариант. Жду, пока остынет, потом буду смотреть, что там внутри. Вот. Единственное, что вот грешу, что шланг, конечно, надо другой. В принципе, сосет-то хорошо, но вот, посмотрим. Вот так постепенно, методом проб и ошибок, пытаюсь что-то освоить. В общем-то, оборудование более-менее собрал, осталось его подкорректировать, доработать. И вот результат. Вот моделька, форма, восковка и бронзовая отливка. Все получилось. По силикону могу сказать, что вот у меня лучше получилось, когда силикон я купил двухкомпонентный, который пополам разводится, там одинаковое количество отвердителей. Вот он мне больше понравилось, чем когда чуть-чуть отвердителей и много силикона. В принципе, у этого и пузырей меньше, и дегазация лучше проходит, и он
при заливке пожиже, но при этом вот по шору он 30, в принципе, вполне меня устроило. Что касаемо по воску, это вот пчелиный воск у меня, ну, видите, он желтенький, я не подкрашивал. Пчелиный воск и палочки, вот эти клеевые, Евы, этилен, винилоцетатные, вот такие. Ну, они продаются отдельно, как палочки для пистолета клеевого. Вот его. В пропорции получилось у меня 60% воска и 40% вот это клеевые палочки. Вот так. Единственный нюанс, когда заливаю я шприцем вот сюда, большим шприцем таким, много пузырей почему-то в воске. Вот. Поэтому приходится вертеть эту форму, чтобы эти пузырики как-то вышли из воска, когда заливаешь. Вот это мне не понравилось. И я что сделал? Я вот в такие баночки растапливаю его отдельно, потом сюда выливаю этот воск и ставлю на дегазацию. Очень много из него выходит пузырей, и я потом его просто и оставляю в этой баночке, вот, застывшей. И когда нужно что-то мне отлить, вот я его использую. Однозначно пузырей меньше. Вот. Вероятнее все, что когда палочки с воском, либо, возможно, в воске содержится, может, какая-то влага, может, все-таки какая-то вода содержится чуть-чуть. Вот эти пузыри образуются. Вот. Апоку смесь, формосмесь я разводил, ну вот, которую я показал, вот это, да. Я ее разводил 38 к 100. Вот, там все нормально, дегазация нормальная. Вот здесь вот я дегазировал, все вот у меня тут подготовлено. И все, дегазировал только, когда отдельно в емкости вот развел, продегазировал, залил опоку, вот эту, и больше не дегазировал. Ну, во-первых, она у меня туда не влезает, колпаком не укрыть, надо будет побольше колпак купить, вот такой. Вот. Пришлось ее просто чуть-чуть потрясти, чтобы если там остатки пузыриков вышли, и отливал. Ну, поскольку это у меня все тестовое, пробное, я как бы особо и не надеялся, что что-то получится. Но в результате, в принципе, что-то получилось. Ну и еще по воску хочу сказать. Смотрите, я долго думал, там вот из чего вот эти литники сделать, ну, чтобы как бы... Ну, через что заливать, да? Нужны какие-то трубочки потолще, потоньше. Вот это круглое, видите, какую-то мелочевку где-то надо подвести. Вот, смотрите, что я сделал. Вот этот шприц, да, это 2,5 кубика. Можно потоньше, если нужно тоньше. Ну, отверстия у них примерно одинаковые, они под иголку, да? Я туда набираю расплавленный воск. И как он начинает вот в такую стадию переходить, но его видно, он такой мутнеть начинает, и такой, когда он типа как пластилин, да, и просто его выдавливаете сверху. И вот такой кругленькой колбасой, очень длинной, он хорошо выдавливается, если куда-нибудь его потом на стекло положить, он даже не растекается, он такой круглый и остается. Вот. И такие литнички для какой-то мелочевки очень аккуратные. А вот такой литничок по той же схеме, только срезал вот здесь вот я все, да. Шприцом туда наливаю. Вот тоже как вот он застыл, такой помутнел весь. Его просто аккуратненько, он оттуда легко выдавливается и вот такой палочкой. Соответственно, если шприц потоньше найти, можно потоньше палочку выдавить вот такую. Если шприцы толще, то можно толстый литник выдавить. В принципе, получается очень удобно. Ну и поскольку шприцов примерно размер одинаковый, вот они по длине, эти литнички, вот примерно такие. В принципе, мне вполне под мою опоку, то, что я показывал, там вполне это тоже подходит. Ну что, пока такой результат у меня. Вот. Так что... А кто досмотрел до конца, смотрите, что, ну, по литью я не знаю, поскольку я не специалист, я сам только учусь, вот я вот хотел вот как-то попробовать что-то, чтобы посмотреть как, что, поизучать этот вопрос, для этого я печки и делал, поэтому я, наверное, так особо снимать не буду, чисто по литью и кого-то учить, как это сделать, потому что я сам еще пытаюсь разобраться во всем этом и в металлах там.
Ну и во всем. Вот. А по печкам, да, я с печками вожусь очень долго. Идея-то у меня возникла давно сделать печку для литья. Но вот так все улучшал. Ну вот вроде как до победного конца я пришел. Если у кого по печкам есть вопросы или какие-то, то вот ссылочка внизу в описании на телеграм-канал. Подписывайтесь, я там отвечаю на вопросы. Еще какие-то видео показываю чисто по печкам, вот по конструктивной особенности, что как настроить. Вот там все я подробно на ваши вопросы отвечаю. Вот. Здесь в телеграм-канале не очень удобно, потому что я не всегда вижу эти комментарии, они куда-то уплывают, и времени особо тоже нет. Телеграм-канал у меня всегда на связи, и вот подписчикам я всегда отвечаю довольно быстро, сразу в телеграм-канале. Там же есть чат, и там можно обсудить с теми подписчиками, кто что-то тоже сделал и как-то тоже работают, что-то могут тоже посоветовать. Поэтому присоединяйтесь, кому интересно. Будем творить дальше. Ну, пока.